На кухне небольшого кафе в Лондоне стояла изнуряющая жара. Воздух был густо пропитан запахом обжаренного масла, смешанного с легкой кислинкой испарений свежих овощей. Гул посуды, шипение плит и стук ножей отдавался в висках, создавая почти физическую тяжесть. Среди этого хаоса выделялась Ханна Рид, беременная на 8-м месяце, в темно-зеленом фартуке, который туго облегал ее округлившийся живот. Ноги болели, обувь натирала мозоли, а мысли о скором истечении арендного договора на квартиру добавляли тревоги. Она готовила не для себя, а ради будущего ребенка, чьего отца больше не было рядом, и каждая ее движущаяся рука была проникнута заботой и усталой решимостью. Когда в кафе вошел Виктор Блейк, владелец сети элитных ресторанов, атмосфера мгновенно натянулась, словно струна. Его появление всегда сопровождалось напряжением. Персонал сжимался, ускоряя движение и стараясь не ошибиться. Блейк был известен резкостью и требовательностью, его взгляд скользил по кухне с внимательной хищной точностью, оценивая каждый жест и каждый шаг. Но Ханна стояла прямо, с твердостью, которую невозможно было сломить криками или недовольством. Она продолжала работать, сосредоточенно нарезая овощи и аккуратно украшая блюда, игнорируя усталость, боли в спине и тянущие ощущения в ногах. В ее движениях читалась не просто привычка, а внутреннее упорство и дисциплина. Коллеги, привыкшие к постоянному страху перед Блейком, тайно фиксировали происходящее на телефоны. Впервые они видели, как кто-то встречает его взгляд не страхом, а спокойной стойкостью. Даже хозяин ресторана, привыкший к покорности окружающих, невольно испытывал уважение к женщине, которая могла работать с такой решимостью, несмотря на очевидную физическую нагрузку и личные трудности. После того, как Блейк ушел, менеджер сообщил новость, которая перевернула весь мир Ханны. Ее труд и стойкость были замечены. Ей предложили временно возглавить кафе с полной зарплатой, страховкой и правом на декретный отпуск. Впервые за долгое время она ощутила не страх или тревогу, а настоящую ценность своих усилий, чувство, что ее труд и достоинство значимы. Вечером Ханна шла по улицам Лондона, усталая, но с легкой улыбкой. В сумке был сложен фартук. Запах масла постепенно растворялся в прохладном вечернем воздухе. Легкий ветер играл с ее волосами, а огни города отражались в мокрой после дождя мостовой. Каждый шаг давался с трудом, но сердце было легким. Малыш в ее животе словно разделял радость матери, двигаясь в такт ее шагам. И Ханна впервые позволила себе ощущать внутреннюю силу, уверенность и тепло. Ощущение того, что все еще может быть лучше. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.